Всем привет! Меня зовут Катя, добро пожаловать на мой канал. Совсем скоро Хэллоуин, и вы меня очень просили заснять что-то такое очень интересное, волшебное, магическое. И я решила создать это видео, где вместе с вами создам моджо мешочек на исполнение желания. Я на самом деле до сих пор не уверена, как читается это слово. Я буду читать его моджо, так же, как и пишется на английском, пишется моджо. Моджо-мешочек — это очень сильный инструмент в магии худу. А худу — это смесь разных религий североафриканских народов, и она была создана рабами в новом мире. Моджо-мешочки делаются с разной целью. Например, на любовь, на защиту, на исполнение желаний, на удачу, для того, чтобы убрать негатив из своей жизни. И в зависимости, для какой цели он сделан, он будет отличаться своим содержимым, отличаться по свету. Обычно эти мешочки создаются из фланели, но если нет фланели, можно выбрать другой какой-то натуральный материал. Самое главное, чтобы он был натуральный, и желательно, чтобы он был сделан вашими руками. И вот я тоже сделала свой моджо-мешочек. У меня оставалась ткань темно-вишневого цвета из хлопка, и я решила воспользоваться ей, потому что этот цвет подходит для привлечения удачи, для исполнения желаний, и он мне, в общем, нравится. Еще я купила в Клуже краску для ткани и решила сверху нарисовать что-то своими руками. Сверху я нарисовала разные цветочки, разные травы, потому что моджо-мешочек в основном заполняется травами. Сзади я нарисовала клевер, потому что клевер — это символ удачи. К сожалению, у меня нет засушенного клевера, так что я решила просто хотя бы его нарисовать. Потом я не знаю, что у меня было с настроением, но я решила сделать еще один моджо-мешочек, потому что как-то я подумала, что смогу красивее нарисовать. Первым делом,
что я поставлю туда? Я поставлю базилик, потому что базилик, он хорошо очищает, и я хочу свой мешочек вначале очистить от всего негатива. И поставлю буквально немножко базилика, и тем более, что мне нравится, как базилик пахнет. Я его очень часто добавляю в еду. Следующим делом я напишу на маленькой бумажке свое желание. Очень важно, чтобы желание было в утвердительной форме. Например, если вы хотите выиграть в каком-то конкурсе, пишите «Я выиграла» или «Выиграл в конкурсе». Я просто возьму лавровый лист и сошью его вместе с бумажкой с желанием, чтобы лавровый лист помог желанию осуществиться. Вы, наверное, видели прошедшее видео. У меня маленькая травма на пальце, так что я сейчас с лейкопластырем. Я сшила мое желание стороной, где желание, к лавровому листу. Сшила вместе с лавровым листом и положу его в мой моджи-мешочек. Следующий ингредиент, который я положу туда, это засушенные мной апельсиновые корки, которые я засушила примерно неделю назад. Обожаю, как пахнет апельсин. Апельсин – это один из немногих фруктов, который обладает довольно сильными магическими свойствами и помогает привлечь удачу, радость и веселье в вашу жизнь. Дальше это ананас. Я прочитала во многих источниках, что ананас тоже довольно сильно помогает для исполнения желаний. Так что использую засушенный ананас. Тоже классно, очень пахнет. И, наверное, очень вкусно. Из того, что останется, можно будет испечь или печеньки, или какой-то пирог. Поставлю ананас. Не буду ставить очень много, чтобы он не был сверхзабитым у меня. Следующий ингредиент у меня будет лавандовый порошок, который я сейчас создам. Лаванда очень классно пахнет, и я хочу, чтобы мой мешочек был ароматным. Мне кажется, чем лучше аромат исходит от мешочка, тем лучше. Не знаю, если у меня получится прям втереть порошок. Да, у меня еще не совсем лаванда высушенная, но я так потру немножко. Да, порошок не получится порошком. Тогда обойдемся, наверное, просто лавандовыми лепестками, немножко измельченными. Следующий ингредиент, который я положу, это какой-то предмет, который у меня ассоциируется с моим желанием. И в моем случае это будет вот такой желудь. Помните, я в одном из последних видео вам говорила, спрашивала вас, какую тарелочку лучше выбрать. И я все-таки решила, я возьму носорога, как и говорила, и слона. Спасибо вам большое за то, что вы посоветовали. Ананас очень вкусный. Значит так, следующим делом я поставлю вот этот маленький кусочек флюорита, потому что флюорит, он помогает обрести гармонию с окружающим миром и обрести радость, покой, и показывает дорогу к успеху. Так что я думаю, он будет в моем мешочке очень в тему. Горный хрусталь. Эти камешки я заказывала с Алиэкспресс, и они где-то полгода назад пришли и лежали у меня без применения, и сейчас я нашла им применение. Вообще горный хрусталь один из моих любимых кристаллов. Он
Он также привлекает симпатию других людей, что для меня довольно важно. И вообще очень сильный камень, когда речь идет об исполнении желаний. Я решила выбрать 12 камешков, потому что обычно моджо мешочек делается на год. И у меня получается будет как раз по одному камешку на каждый месяц. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 камешков у меня направляется в мешочек. Еще в мешочек можно положить что-то, связанное прямиком с вами. Например, ваш ноготь или ваш волосок, чтобы мешочек обрел ваш, скажем так, дух. Я думаю, что я поставлю свой волосок. Еще у меня здесь есть гвоздика. Гвоздика придаст очень классный оттенок в аромате. И как я сказала, чем ароматнее мешочек, тем лучше. Очень классно пахнет. И последнее, что я положу в свой мешочек, это будет лен. Почему лен? Потому что лен убирает весь негатив, привлеченный другими людьми. Так что это будет как такой своего рода замочек для моего мешочка. Когда вы закрываете мешочек, надо просить его, чтобы он работал на вас. Я попрошу его, чтобы он исполнил мое желание, а потом повторю это желание, которое я хочу, чтобы он исполнил. И завяжу на 3 узелка. У меня вот такая сумочка, как бы я здесь с одной стороны и с другой завяжу узелки. Можно повторить ваше желание пару раз. У меня получился супер ароматный мешочек. О боже, я просто балдею от этого аромата. Вы знаете, североафриканские народы даже дают имена этим мешочкам, чтобы они были более эффективными и чтобы они были как бы частью вас. Так что можете дать имя вашему мешочку и всегда обращаться к нему по имени. Таким образом, он будет точно как частичка вас и будет работать на вас, исполняя ваши желания. Я дала своему мешочку имя, и оно связано с моим желанием. Вообще можно дать любое имя, главное, чтобы оно у вас ассоциировалось с тем, как вы хотите, чтобы ваш мешочек работал. И еще обычно мешочек делается на год, но если он продолжает действовать, его можно оставить и ничего с ним не делать через год. А если он выполнил ваше желание и выполнил свое действие, через год его просто сжигают, или же делают новое, сжигая только внутренности и наполняя его чем-то другим. Первые 7 дней его обязательно нужно носить всегда с собой и даже держать рядом, когда вы спите, например, под подушкой или просто рядом на тумбочке. И еще его нужно каждый день, первые 7 дней, типа подкармливать, так это называется. На самом деле это просто мазать маслом каким-то, которое вам очень нравится, по запаху, которое вам подходит, или же окуривать его, например, шалфеем или другими травами. И это надо делать примерно в то же самое время, когда вы и создали этот мешочек. Если, например, сейчас 7 часов, и я его помажу маслом. У меня, кстати, масло ромашки, мне очень нравится, и это подарок одной моей подружки. Вот, и завтра я тоже в 7 часов это сделаю.
Через неделю вы можете решить или всегда носить его с собой, или же поставить в какой-то очень уютный уголочек, где его никто не найдет, никто не увидит, что очень важно, чтобы его никто не трогал и чтобы его никто не видел. Ну, я, понятно же, для влога не могу позволить себе это. Надеюсь, хоть как-то он сработает. И я свой мешочек буду хранить до того момента, как мое желание сбудется. Надеюсь, он подействует. Я очень долго думала, как же поступить с вторым мешочком и какая у него будет судьба. И придумала для вас очень интересный конкурс. Напишите какую-то страшную историю под этим видео. Это не обязательно должна быть история, основанная на реальных событиях. Просто придумайте страшную историю. И я выберу самую страшную историю из всех, и тот человек получит вот этот мешочек, и плюс еще некоторые ингредиенты, которые я сложу тоже туда в посылку, и которые можно будет положить внутрь и создать свой мешочек на удачу и на исполнение желаний. Я буду очень ждать ваши комментарии. Надеюсь, что вы будете участвовать и придумаете очень интересные истории. А победителя я объявлю в новом видео, которое будет на Хэллоуин. Возможно, я даже выйду онлайн, посмотрим по настроению. Я еще вам сообщу. И в этом видео я буду читать эти страшилки все до одной и буду комментировать. Спасибо вам большое за просмотр. Как всегда, было очень приятно для вас снимать видео. Если вам понравилось, пожалуйста, поддержите меня и поставьте пальцы вверх. И подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. До новых встреч. Пока-пока.